Друзья, привет! Мы подготовили для вас видеообзор, в котором расскажем об одних из самых топовых мест в Абхазии, которые стоит посетить. Вместе мы прогуляемся по загородной резиденции Сталина, заглянем на дачу Хрущева, увидим целебный водопад и побываем на самой красивой точке озера Рица. Изумрудно-зеленый дом сливается с окружающей природой, а потому заметить его с озера практически невозможно. В доме 3 спальни, 3 ванны и банкетный зал, где Сталин совершал трапезу один. Он садился лицом к двери, чтобы видеть всех, кто заходит. Еду в готовом виде доставляли на катере. Сталин не любил резких запахов, поэтому кухня находилась за пределами дачи на молочном водопаде. Кстати, заморским деликатесом он предпочитал простую еду, например, запеченный картофель. Однако Сталин не был аскетом. Вот, к примеру, одна из 3 спален. Для создания сдержанного и консервативного, на первый взгляд, интерьера были использованы одни из самых дорогих пород древесины в мире. Обшивка стен, например, выполнена из карельской березы. Из нее обычно получаются красивые сувениры – шкатулки, портсигары, украшения. На кроватях немецкие матрасы с морскими водорослями, привезенные по заказу Сталина из Германии. Сталин беспокоился за свою жизнь, а потому в каждой комнате имелись замаскированные под розетки тревожные кнопки. При этом никто, даже охрана, не знала, в какой из спален он проснется, а менять комнату он мог по несколько раз за ночь. Главным антидепрессантом для Сталина выступала работа, его отпуск больше напоминал удаленку. Но Рица стала исключением. Рабочего кабинета на даче нет. И на Рицу Сталин приезжал исключительно в разгар сезона, но всеми преимуществами летнего отдыха он воспользоваться не мог. Из-за атрофии левой руки Сталин побаивался воды. Купание в озере ему заменяли прогулки по Рице на катере. Новым владельцем дачи после смерти Сталина стал Хрущев, но пользоваться домом он не торопился. Только через несколько лет Хрущев решает построить для себя на Рице новый дом. Спальни в доме выполнены в едином стиле. Можно подумать, что оформлением занимался уставший дизайнер, однако этим хитрым решением хозяин дома сразу давал понять, что никого не выделяет и все гости одинаково желанны. Две резиденции объединит длинным коридором Брежнев, который, как и его предшественники, не остался равнодушным к Рице. Поэтому сегодня, чтобы осмотреть интерьеры 2 домов, туристам выходить на улицу не нужно. Справедливый вопрос: а кто теперь владеет дачей? Сегодня загородная резиденция находится в государственной собственности независимой республики Абхазия. И во многом именно поэтому продолжает оставаться открытой для туристов. Что не скажешь о других сталинских дачах, в которые без специального пропуска не зайти. Кроме дачи на Рице, стоит заглянуть на молочный водопад. Вода в нем целебная, насыщенная природными минералами, и неудивительно, что здесь всегда много людей. Но самое многолюдное место на Рице – это смотровая площадка. Всех туристов свозят именно сюда. Здесь можно пообедать, купить сувениры и, самое главное, взять на прокат катамаран. Желающих так много, что уже ближе к полудню горное озеро больше напоминает Гранд-канал Венеции. Возможно, мы сделали ошибку, отказавшись от водной прогулки, но зато есть повод вернуться на Рицу снова.
Есть на озере еще одно место, обязательное к посещению. На карте оно обозначено как пляж. Располагается он по пути к даче Сталина, неподалеку от Молочного водопада. Мы фактически заехали с другой стороны озера. Мы объехали все озеро с правой стороны, идет дорога. Вот это важно. Вот и лучше попасть туда. Дальше там в одном месте есть поворот на водопад Молочный. И здесь уже и вот это кафе, и берег, каменистый берег. Пустынный по сравнению с точкой, куда обычно всех привозят. Там люди с палатками, на машинах, то есть многие просто приезжают даже на ночь. И здесь бесплатная парковка еще, кстати, а вот там, по-моему, деньги берут. Именно здесь перед нами открылась во всем своем величии красота дикой природы. Находясь здесь, ты понимаешь, почему Риццу называют одним из самых красивых озер Кавказа. О появлении озера слагают множество легенд, и одна загадочнее другой. Но в действительности горное образование, которое сегодня считается жемчужиной Абхазии, возникло в результате природной катастрофы всего лишь 300 лет назад. Тогда сильное землетрясение обрушило часть горы. Обломки перегородили путь реки Лашепсе. Так на месте запруды образовалось молодое озеро. Для фото и видеосъемки это место идеально в любое время года. Меняют цвет не только деревья на склонах гор, но и вода в озере. В мае вода приобретает зелено-желтый цвет, а зимой становится сине-голубой. Кстати, рядом с пляжем есть уличное кафе с мангалом, на котором вам поджарят говядину и форель. Сейчас мы находимся на берегу озера Рицца, в местном кафе, название которого будет на экране вместе с меню. Цены выше среднего. 2 порции первого, второго и салаты обошлись нам чуть больше, чем в 2000 рублей. Но есть бонус – очень вежливый персонал и вкусная домашняя выпечка. Мы заказали разные супы, но они почему-то одного цвета. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. О, это ваш лимонад. Все. Компот. Компот, отлично. Да, Отлично, спасибо. Отлично, спасибо. О, спасибо. Ты говорил, нам не хватит. Да, Сейчас спасибо. мы съедим. Как это? Все вкусно. А еще не успели. Мне нравится, я уже ем. А, я еще не Все успел. вкусно, спасибо. Спасибо. Уха, суп, кадык, форель, шашлык, 2 компота, кофе, овощная нарезка и хачапур. Итого 2000. А, еще чаевые 10%. Так, да, итого мы поели на 2100 рублей. Вообще что-то много. Достаточно домашняя еда. Вообще я думала, что мы тут заплатим 500 рублей за обед. Ну, судя вот Но это по... Рицца, да, здесь, наверное, все дорого. Судя по уровню как бы кафе и уровню еды, вот, но все домашнее. Еще одна из достопримечательностей Риццы – национальный Риццинский заповедник, на территории которого и находится озеро. По октябрь сезона 2020 национальный парк заработал на туристах 95 миллионов рублей. Въезд стоит где-то, не доезжает 20 километров, наверное, до озера Риццы, есть КПП, и там продают билеты. Билет стоит 350 рублей с человека. Да, но это просто считается уже КПП стоит на той точке, где начинается, соответственно, Да, Риццский заповедник, на территории которого мы и находимся. На его территории множество других горных озер, пещер, ущелий и водопадов. Самый большой Гекский водопад. Кстати, именно этот водопад послужил декорациями для фильмов таких как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Спортлото 82» и «Рикки-Тикки-Тави». Чтобы осмотреть хотя бы половину мест, на Риццу желательно приехать не позднее 10 утра.
большое спасибо нашим соседям вот по отелю Абатам. Они нам прям вот посоветовали нигде не останавливаться по дороге в Рицу, нигде, только на обратном пути. Таким образом, мы оказались здесь достаточно вовремя, не застали традиционные толпы туристов. По дороге вам будут встречаться Юбшарский каньон, каменный мешок, а также небольшие водопады, мужские слезы и девичьи слезы. Мы вам советуем осмотреть эти достопримечательности на обратном пути. Во-первых, не делая остановок, вы раньше других приедете на Рицу и таким образом сможете насладиться красотой озера в тишине. Во-вторых, у водопадов уже не будет очередей. Практически все туристы делают остановки по дороге на Рицу. Нужно быть готовым к тому, что если вы едете сюда с моря, фактически вы едете из лета в осень, потому что сейчас сентябрь, и в горах уже реально холодно. То есть я поехала в платье с коротким рукавом, и уже выйдя на первой остановке в горах, я сильно пожалела, что не взяла с собой теплую куртку или свитер. И мне пришлось покупать по дороге Благо шерстяной костюм. это есть где купить. Торговые ряды будут около каньона. Кроме одежды, здесь продаются сувениры и разнообразные фрукты. Еще надо учесть, что быть готовым, что здесь не везде есть мобильная связь. В общей сложности мы провели на Рице 5 часов. Конечно, мы успели посмотреть не все. Будем рады вашим комментариям и советам, которые помогут нам и другим пользователям сделать свое путешествие еще более запоминающимся. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.